Всем привет, мои дорогие девочки и мальчики! Спасибо, что вы со мной и смотрите это видео. И сегодня я хочу показать вам подборку отличных парфюмов на раннюю весну. Итак, мы начинаем. Весна – это время пробуждения, это время первого солнца, время обновления и первого тепла. И хотя я отдаю предпочтение все-таки больше таким густым, насыщенным, иногда гурманским ароматам, но именно в первые дни весны хочется чуть более чего-то такого легкого, чего-то действительно весеннего. И одним из идеальных парфюмов для именно этого времени года, для первых весенних денечков для меня стала Лира от Ксержов. Это отличнейший аромат, один из моих любимых. Его можно назвать гурманикой, это действительно гурманика, но это очень такая легкая гурманика, очень такая ненавязчивая, не удушающая, не приторно-сладкая. Это аромат, если ассоциация моя, то это лимонный десерт. То есть здесь есть и некая сладость, но есть и кислинка, и задор, и такая свежесть. И вот это сочетание сладости, легкости и кислинки для меня и есть ассоциация первых весенних деньков. Очень красивый парфюм, такой нежный, в то же время чуть сладенький, красивый, цитрусово-корично-ванильный. Есть в нем какой-то уют, какая-то нежность, такое настроение очень, очень приятное, очень радостное, позитивное. И мне кажется, он просто идеально подходит первому робкому весеннему солнышку. Лира создает какое-то особое настроение тихой, спокойной радости, уюта. Если вы, как и я, устали за зиму от густых ароматов, от чрезмерной гурманики, от чего-то очень насыщенного и сладкого, то Лира может стать отличной альтернативой, если вы, как и я, не совсем любите ультрасвежие ароматы озоновые, то Лира это что-то между-между. Она сочетает в себе, я повторюсь, и свежесть, и цитрусовость, и в то же время гурманику. В ее верхних нотах апельсин, лаванда и бергамот. На мой вкус лаванда здесь практически неощутима, но просто вполне возможно это только на моей коже. В средних нотах корица, лакричник и жасмин, и база раскрывается нежной ванилью, карамелью, мускусом. При этом мускуса я не ощущаю также здесь совсем, но я его не очень-то и люблю. Отличный весенний аромат. Ну и если говорить о новинках, то у меня есть отличный аромат от Ex Nihilo Spiky Muse. Сам бренд заявляет, что данный аромат был вдохновлен силой творчества. И роза нам здесь раскроется с очень неожиданной, но приятной стороны в окружении фисташковых нот и сочной клубники. И также в описании бренд нам говорит о том, что здесь какой-то использован инновационный ингредиент, который создается из сока клубники, при этом он сохраняет весь ее свежий такой первоначальный аромат, и он дает данному парфюму аромат спелой, свежей, сочной клубники. Лично на мне я не слышу конкретно здесь клубники. Слышу что-то ягодное, может быть клубника в миксе с чем-то, но скорее всего по моему восприятию это ягоды, это красные ягоды, наверное. Кислинка здесь присутствует, возможно даже клубничная кислинка, но, повторюсь, самой ноты клубники я не ощущаю. При этом я хочу сказать, что аромат действительно отличный, он нежный, женственный, очень красивый, действительно подходящий для ранней весны. И если вам нравится аромат Делина от Parfum de Marly, то это одно направление. Это роза в окружении фруктов, что-то очень легкое, весеннее, нежное. Одно направление, действительно прекрасный аромат. Лично я еще слышу здесь, как будто бы есть пион и ревень, но данных нот нет в пирамиде аромата, но я их отчетливо слышу в данном парфюме. Но мне это даже нравится, потому что это добавляет и цветочности, и кислинки, и глубины, чуть-чуть такой терпкости. Действительно красивый, нежный, розовый весенний парфюм. Поэтому, если этой весной вам хочется чего-то новенького и направления Делины, то это просто отличный выбор. В верхних нотах здесь клубника, бергамот и розовый перец. В средних нотах
роза и фисташка. И хочу сказать, что фисташку я не ощущаю, но в принципе фисташки сами по себе не то чтобы как-то активно пахнут и насыщенно, поэтому, может быть, просто я их не улавливаю. В базе Акигалвуд, Амбрафикс, Бобы Тонка и кедр. Если же говорить про мои ассоциации к ранней весне, к первым весенним дням, то это, без сомнения, тающий снег, это такие первые ручейки тающего снега, это подснежники, конечно. И это запах такой влажной земли, которая просыпается от снежного покрова под действием солнца. У Зоологист парфюм есть такой аромат Snowy Owl, который удивительно точно воспроизводит вот это настроение и звучание ранее озвученных мною нот. Я не могу сказать, что я фанат данного парфюма, не совсем мое направление, но это действительно очень реалистично. Это действительно такая влажная земля, которая еще час назад была покрыта снегом, но сейчас снег под действием солнца тает, и именно этот аромат я отчетливо ощущаю в данном парфюме. Очень свежий такой водянистый парфюм с нотами талой воды и чуть-чуть нот подснежник. Я думаю, он отлично подойдет для тех, кто ценит землистые ноты в парфюмерии. Аромат, без сомнения, унисекс, и я знаю, что, судя по отзывам, его либо обожают, либо ненавидят. Но тут каждому свое. И он действительно неординарный, интересный, очень-очень такой необычный, самобытный и действительно очень реалистичный. В верхних нотах здесь колон, кокос, мята и ландыши. Мята дает такой вот холодок, такой даже ментоловый чуть-чуть, возможно. В средних нотах подснежник, ирисы, чай мате, гальбанум, алибанум и белая роза. И в базе ваниль, мускус, дубовый мох, кедр, амбретта, цибетин, бобы тонка. И если вам хочется пахнуть, как заснеженная полянка в лесу с подснежниками, то этот аромат именно об этом. Ну а следующий аромат – это лелия от Инкарны. Также парфюм, который навевает нам ноты подснежников, снега. Здесь есть ландыши. Но лично для меня он более понятен и более носибелен, чем предыдущий парфюм от Зоологист. И это действительно прекрасный, очень нежный весенний аромат. Это прохладный, такой чистый морозный воздух, но в котором уже чувствуется первое тепло, первые солнечные согревающие лучи. В то же время здесь есть и аромат снега, и чего-то такого очень воздушного, легкого, свежего, а также первые листочки, первая зелень и, конечно же, подснежники. Очень красивый, нежный, чуть зеленый парфюм. И здесь ноты подснежника, зелени, снега, озона, а также ландыш, водяные ноты, пыльца и серая амбра. Очень хороший парфюм, и он именно о первых весенних деньках. Ну и закончить я хочу простым и понятным, в то же время уже классическим ароматом от Versace Bright Crystal. Очень красивый, нежный, женственный. Я знаю, что данный аромат нравится мужчинам, является комплементарным. Да, конечно же, это уже совсем не новинка, но это уже такая классика, которая действительно нравится многим и понятна многим. Так и будет уместно в любом случае. И для меня этот аромат, в нем нет нот снега, нет нот подснежников. Он не такой, как предыдущие ароматы. Но по моей ассоциации это парфюм именно про весну. Он такой и нежный, и здесь есть чуть сладости и легкости какой-то. Здесь, на мой вкус, красивое сочетание пиона и магнолии. Прекрасный цветочно-свежий аромат. В верхних нотах здесь юзу, лед, гранат. Это дает ему такое ощущение действительно снега, который уже ушел, льда, который уже растаял. В средних нотах пион, лотос, магнолия. И в базе мускус, махагони и амбра. Что мне особенно нравится, так это звучание здесь пиона с такой ледяной ноткой. Это не дает ему уйти такую в откровенную сладость, а делает его чуть более водянистым и свежим.
Если вы устали от ниши, от тяжелых люксовых ароматов, от чего-то очень насыщенного, и вам хочется простого, понятного, классического весеннего настроения в парфюме, то искренне рекомендую. Ну а на сегодня у меня все. Спасибо, что вы были со мной и посмотрели это видео. Спасибо за ваши лайки, за ваши комментарии, а также за вашу подписку. Я все это очень ценю. И я желаю вам отличного дня и приятного вечера. И не забывайте, что вы прекрасны и вы уникальны. Всем пока-пока!